Ребятушки, всем привет, всех приветствую на своем каналчике. Сейчас я вам продемонстрирую, как, собственно, гудит подшипник, и как определить, с какой стороны он гудит, этот ступичный подшипник. Вот я еду сейчас по трассе. Разгоняетесь до 80 км в час. Как правило, на этой скорости начинают гудеть, это пограничная скорость, все подшипники. Если у вас чуть больше, либо же чуть меньше, там 60 или 100, разгоняйтесь до этой скорости, желательно по трассе, где меньше движения автомобилей. И что вы делаете? Вы перегружаете нагрузку, весь вес, перебрасываете то на правую ось, то на левую ось. Таким образом... О, рука стоит. Нихера себе. Ну, какой-то странный мужичок, блядь. Нет, какой-то, блядь, странный. Вот. И получается, то на правую, то на левую сторону перегружаете весь вес. Таким образом, смотрите, вот, вы едете, руль поворачиваете влево. У нас нагружается правое колесо, правый ступичный подшипник. Потом поворачиваете вправо, у вас нагружается левый ступичный подшипник. Если вы едете, да, нагружаете подшипник, он начинает у вас гудеть. То есть вот вы нагрузили правую сторону, правая сторона начинает гудеть у вас. Значит, этот подшипник под замену. Если вы нагружаете левую сторону, левая начинает гудеть, значит, левый подшипник под замену. Это может быть не срочно, может, вы сколько-то можете отъездить. Я засекал уже, я не первый раз меняю сам эти ступичные подшипники. Примерно вот, на Ланосе, на автомобиле можно отъездить еще 20-30 тысяч. Это вот на этих ступичных подшипниках. У меня получается уже два ступичных подшипника начинают гудеть. Сначала у меня загудел левый подшипник, то есть я когда нагружал, входил в поворот затяжной на правую сторону, чтобы вы понимали, вправо я поворачиваю, на правую сторону затяжной поворот, левая ось загружается сильнее, тем более передок, и подшипник начинает гудеть, аж так подшкрябывать. Вот. И таким образом я определил, что левый подшипник гудит. Плюс звук, если вы слышали или вслушаетесь, такой, как в самолете. Ты когда едешь, такое впечатление, что ты летишь на каком-то самолете, взлетаешь. В общем, как-то так, ребят. Добра, бабла, позитива, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, кому-то это видео помогло, такое простое, как бы. И вы будете знать, какой подшипник вам менять, чтобы не менять их все подряд. Это что касается передних подшипников. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграм-группу таксистов. Все эти ссылочки будут в описании под роликом. Обязательно бахните в колокольце, поставьте подписочку и лайкосик. Питайтесь, не ломайтесь. Пока-пока, до новых встреч.